Всем привет, ребята! Вы на канале Джейм Тайм. Давно вас не было в уличных гонках. Не знаю, почему вы не заходили. Может, потому что не было роликов. А почему их не было? У каждого свой ответ на этот вопрос. Но сегодня я возвращаюсь. Новая рубрика. Рубрика называется «Фишки с Джеймом». Лучшие фишки с лучших турниров от Grand Slam игроков. КС закрывается, но фишки, скажу вам, останутся. Потому что CS2 ничем не отличается. Там максимум, что будет, там, смоки какие-то, не смоки. Но базовые фишки, которые я вам покажу, они очень крутые. Первая фишка, которую я хочу вам показать. Старина Робс на банни-хопе запрыгивает монстр. 10 место всего лишь, да, можете использовать, не использовать. Смотрите сами, я не знаю. Сможете ли вы повторить данный ранбут, не сможете. Но это в моем топе 10 место. Я не считаю это самым лучшим мувом, но вот так. Он работает, да, чуть-чуть замувался. Объясню логику. Логика в том, что ты очень быстро пробегаешь, и КТ, когда не летят гранаты, могут не ожидать вас. Тот же самый ранбуст можно использовать в короткую, да. Вообще я бы посоветовал вам не монстр выбегать, а короткую. Но из-за того, что смока монстра не было, он побежал монстр подловить. Но если вы будете вот сюда в короткую нырять, то вы можете пробегать молик, не туша. И когда вы пробегаете молик, не туша, вы можете спрятаться здесь, вас не будут ожидать, встать здесь и распикать. Так, и 9 место. Очень такой, знаете, тоже старый прием, но имеет также актуальность на любом уровне. И мне кажется, он и будет и на фейсите, и в ММе, и где угодно работать. Вот так дает Rob Smoke. На про уровне это постоянно юзают, но на фейситах я этого не видел. Хотя этот прием, ну реально, там на форсах, на эко. Вот так, типа в верхний, в правый уголок кидаете. Флешка, не флешка. Смотрите, дали молик в туннель. И 3 хаеда швырнули в яму. Чуть промазали, понятно, но это очень просто сделать. Данный прием, да. Инстасамку яму замутить. Смог, да, то есть вы дилеете, там этот смог полезно всем знать. Молик туннель, чтобы чел не сблизился быстро. И 3 хае в яму от прошивающих, от тех, кто холдит в яме. Под номером 8 у нас фишка Робса. Она актуальная будет и в CS2, и в CS3. Это фишка, которая работает на любом участке карты, которая максимально крутая и поможет вам давать мультикиллы. Вы спросите, блин, почему такая крутая фишка и на 8 месте? Старый добрый прием, но мало кто понимает суть этого приема. Я хочу лишний раз напомнить вам, тем более благодаря этому они забрали карту. Вот такая вонючая шайтанская флешка. В нужный тайминг и смока. Все, победа. Не ожидали такой флешки? Я ожидал. Короче, смотрите. Базовый прикол в том, что идет экзекьют на любую точку. Ну и вообще в целом под звук, если ты бросаешь гранату, моликов, выстрелов, ее не слышно. А если ты это делаешь флешкой, то прям невозможно среагировать. Невозможно было. Не видно, не слышно эту чеку. Можно будет увидеть траекторию. И видите, когда вот такой execute, вы должны понять, по каким траекториям, в какие смоки вам лучше ворваться. Вот тут получилось идеально. Маслонг, с флешкой от маслонга ворвался, перевернул раунд, мультикилл, оверпикнул, но ничего страшного. Аксель заберет этот раунд. Не, ладно, времени не хватило. И номер 7. Фишка, трюк. Керриган мидл, назовем его так. Что надо? Вам нужен друг. Без друга не вариант делать этот мув. Выкинул все гранаты. Вам нужно 2 друга, будем честны. Вам нужно 3 друга. Ну и потерпел поражение, но мы же с вами не поверхностные люди, и мы посмотрим, почему он так умер и в чем реальная идея этого приема. Также скажу, на про играх он все еще актуальный, люди постоянно его делают, да, и он на самом деле тоже мерзкий. Робс встает сюда, целится сюда, на паузу поставил, и с шифта пробегает нижний вал. В чем прикол смока этого? Он стукается об эту тему и падает в яме, да, чтобы потом, после того, как Керриган даст фраг, он выживал, чтобы его не разменивали. Теперь Рейн. Вообще на 5 мог, как оказалось.
Не знаю, зачем я вам показал. Просто потому что посмотрите, как играют челы. И это все сейчас делают. Это очень популярная вещь. От твиста нужен смог на машину. Вот такой вот он. Кто не знал. От Рейна молик ближний. Ну, в прыжке, не в прыжке, пофиг. И вот такая флешка, пацаны. Бам. Вот. Вот чему виной оказалось. Вот что оказалось причиной не особо хорошей смерти Керригана. То, что она заблочилась. Если бы она стандартно вот так вот стукнулась и вылетела бы, то здесь Аксель бы умер. Потому что он смотрел на мидл, Керриган бежал, Робс дает смог, Твист дает смог. То есть, да, такой мув на 5, очень красивый КС. И он у нас под 7 номером. И 6 место с того же финала знаменитого. Очень крутая командная игра. И в конце вишенка на торте. Мувчик от Рабца. В чем прикол? Вот так стоит Броки, дает молик. Потом вот так. Броки дает молик андер. Раз. Против Акселя. Лучший рифл в мире по версии HLTV. Первый раз такое я увидел. Второй молик обновляет Твист. Третий молик обновляет Роб. Опа. Профессиональный игрок. Четвертый молик обновляет Твист. И тем самым они, ну, прям очень много времени выиграли. Смотрите, уже минута на таймере, уже надо что-то делать. А игрок Сандера так и не вышел. Да, ну, 4 молика, спросите вы. Неужели это знаменитые фишки Джейма и это 6 место? Нет. Нет. Далеко не так, ребята. Самое главное в этом всем это... Рапсу дали смог закон, он вышел на голову, чтобы игрок не вышел. И Броки отпустил ему флешку. Внимательно, приготовьтесь. Вот она летит, вот она на экране. Видите, показываю. И ушел. Такой мув, который можно сделать со своими вообще родственниками даже. Сказать им, дай-ка мне флешку с КТ. И, не знаю, даже чел, который никогда за компьютер не садился, он это флеш накинет. Очень полезная вещь. Почему добавил? Ты делаешь до минуты моликами, потом смог твиста там до 50, катеры начинают кидать смог молик в кон, где-то уже там 45, и ты кидаешь флешку, и этой смертью Робс понимает все направление раунда. 40-я секунда, и вот он стоит на вот такой флешке. Лицо Абая. Он даже не мог поверить своим глазам. В его голове как происходит? Он играет дефолт, занимает зону, кидает смог, молик в кон. Все, понимает, что все отбил, он в сейве. И тут Робс последний тик молика врывается под флешку и бесплатно энтри находит. И уже поэтому понятно, куда так. Все, это А-сплит должен был быть. И это будет до конца А-сплит, потому что таймер 25 секунд. Ктеры уже не будут перебегать, потому что время перебега с ямы около 35 секунд. И там уже нет смысла это делать, до конца будет атака на. И золотая пятерка, ребята. Золотая пятерка мувов. Открывает топ Броки со своим бустом. Да? Давайте покажем Рапса сразу. Вот так он до метлы равняется. Вот прям пиксель в пиксель. Бам! Абай не ожидал, что снайперская винтовка может оказаться так высоко. С лица Броки. Микро посмотрим, как он допрыгивает. С палета. Бам! Смотрите, как в экране Хоббита все было. Ой, ну он прям точно не ожидал, что снайпер может спарить. Но топ-5 не был бы топ-5 без второго крутого мува в этой же игре. Буст от снайпера на зелени. Бустер вот так вот в центре двери встал. И Широ пикнул сверху. Очень мерзкий мув. Снайперы меня поймут. Стоишь себе, контролишь выбегающего, и сверху тебя снайпер пикнет. Очень просто и очень эффективно. И 4 место такой непримечательный всем смачок, но очень полезный. Поэтому он по 4 местам. Я его никогда не видел до этого. Демки я зиггеров очень редко смотрю, но люди с фейсита по-любому низкий поклон сделают. Смотрите, встаете тут в пятно и сюда куда-то. Ну, короче, паузу нажмете, ребята. Смог коннектор с Эдварда очень приятный.
4 место, очень простая вещь и очень полезная. Обновлять смоки кон на фейсите — это залог успеха. Почему оттуда? Потому что ты, когда отсюда обновляешь, тер, если стоит здесь, да, на споте акселя, он не понимает, где ты окажешься. Если ты обновляешь отсюда, то теры, если будучи здесь, они могут понять, ну, расстановку, там, одного на одного пойти и так далее. И в этом же раунде интересный мув, да, так, бонус к 4 месту, да, все-таки топ-5. Что делает Керриган? Твист ему дает молик ближний. Он дает молик дальний себе. И просто в 3Б дом запрыгивает. И стоит здесь. В этом же самом раунде. И открывает тройку победителей в номинациях «Лучшие фишки» с гранд-финала EPL 2022 Фейс против Cloud9, мув Рапса, топ-3. Очень простой, очень классный, очень прикольный. Он не принес ему своего фрага, но буквально одну игру назад против Нави, я это помню, он убил там Нипла. НПЛ вроде или... И под флешку вот так ворвался. Вот твист падает, с экрана твиста будет понятнее. Встает на флешку с 2 кнопок, Робс кидает свой смог, и под эту флешку должен убить игрока, который здесь. Но он идет дальше. Смотрите, ему еще Керриган вот такую флешку накинул, чтобы он убил вот этих людей. И у него остается только вот это. Да? Посмотрим Керригана. Пока мотаю до Керригана, объясню мув. Суть мува. Обычно, когда такой смок андер даешь, то ты пытаешься подраться за мидл через андер. Теры начинают чувствовать себя комфортно и начинают прошивать, что-то спускаться, и тут ты их под крутую флешку, поп-флеш, да, так сказать, загоняешь, убиваешь, так еще ладно бы. Это одна была флешка, тут вот такая вторая еще от Керригана залетает. 2. И вот так он давит. И любой игрок, который находится в этой зоне, он падает от флешки, и Робс его убивает. Единственное, что его спасает, это вот в том споте, в котором стал Аксель. А люди, которые смотрят мой YouTube канал, знают, где стоит Аксель, потому что они смотрели выпуск с Акселем, и я рассказывал про его любимый спот, и я хочу сейчас даже убедиться в этом. Мне очень интересно, ребята. Он хотел запрыгнуть. Ну, может быть, чуть другой, ну ладно, он хотел. 2 место, занятие Керригана андеграунда. Очень крутое, даже мы его себе позаимствуем. Надо всего лишь иметь друга. Ну и в целом это можно делать и самому. Часто бывает такое, что ты, играя оверпас, не понимаешь, как тебе занимать зону андера. Там стоит игрок, и ты не можешь снизу пойти, сверху пойти, тяжело. И вот такой пак гранат, который Керриган нам покажет сейчас. Встаете, куда встаете? Встаете вот к этой лавке, да, прижимаетесь по стене. Вот так специально запаузил, чтобы вы прицелились все на компьютер. Смог. Уберу для вас эту тему, взрывы. И чуть шифта вот так бросаете. Далее. Вам летит флешка от тиммейта. 1. Пробегаете андер. И 2. Пробегаете, забегаете андер. И у вас как раз чел ползет, но это уже если вы про команду. Это очень крутая вещь, я вам гарантирую это. Как про игрок могу сказать, почему она крутая. Сейчас покажу броки. Под молик дает флешку, ее не слышно, 1. И 2 дают рейн, соответственно, видите? Он забегает. Суть такая, что вы кидаете смог сюда, молик сюда, отзаниваете челов. Под этот молик летит флешка, ее не слышно. Поэтому игрок, который в андере вот так будет стоять, он умирает. Ну, от флешки бландится, и чел его вот так вот пробегает и загоняет. Дальше. 2 игрок выходит сверху. Ну, это у них на 2, можно это делать, у них на 3, это можно делать на 2. Вообще можно делать на 1. Он тут как 3 и помогает занять андер. Но вообще он может быть и вот здесь, ну, на 2. Кинул одну флешку такую и одну флешку вот такую. Зачем кидаются эти флешки? Первая флешка от андера, и обязательно, да, этому игроку пробежать. Она убивает и андер, и этого игрока. Ты пробегаешь в эту зону, пока молик горит, тебя может снайпер здесь подловить. И 2 флешка уже от него. И ты забегаешь уже в андер и проверяешь. И у тебя игрок снизу тоже проверяет. Победитель моего топа. Смок Рапса. Очень красивый, очень сложный. Объяснять, как он его бросает, не буду. Давайте просто насладимся тем, как он летит, траекторию этого смока. И вообще, в целом, посмотрев эту демку, в очередной раз убедился в том, что FaZe играет в очень красивый Counter-Strike. Вот так он встает. И вот такой смок летит в бэдом. Не знаю, как вы это внедрите в свою игру и в свой геймплей. Это будет невероятно тяжело на фейсите, но просто красивый смок в бэдом.
заставляет выкидывать людей гранаты. И именно поэтому он под первым местом, смотрите, да, второй смог кухню, он накидывает. Вот прибегает Тимур Бустер Тулепов, прилетает вот такой фаст-смок, инстамолик, уже неприятный откидывает. Фонится, что это Б. Еще какие-то гранаты. Ну тут в целом у поездов задумка-то на раунд жесткая, все равно. Где у нас контр? Фейкануть Б в 2 волны, занять мидл, потом засплитовать Б. Идея такая, она, конечно, не сыграла. Просто на них нашли энтри и так далее. Что могу в целом сказать о моем видеоролике? Он оказался очень крутой, веселый и поучительный, познавательный. В очередной раз убедился, как фейзы красиво играют в Counter-Strike. Не стал показывать вам очень красивые раунды. Пишите в комментариях, если вам интересны именно раунды, то, как это выглядит. Потому что, наверное, фейзы играют самый красивый КС с точки зрения зрителя. Потому что очень много крутых гранат, каких-то разных раскидок. Побежали, убили. Всем спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Спасибо, Лёх. Жека, что с моим словом стало? Это я свою